Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поговорить о выборе наушников. Про наушники снято тысячи, наверное, роликов на YouTube. Я попытаюсь помочь вам в выборе наушников, которые нужны именно вам. Наушники буду рассматривать недорогие, за исключением AirPod'ов. Они стоят дорого, но просто тип наушников. Они здесь нужны, чтобы показать наушники вот такого вот плана. Наушники есть Bluetooth и наушники проводные. Есть наушники фирменные. То есть вот это вот старые проводные наушники Philips. Модель называется стереонаушники SBS HP100. Это вот классические старые наушники, когда еще не было Bluetooth наушников, со стандартным 3,5 джеком. Очень удобные. Со временем, им уже более 15 лет, вылетел вот этот вот проводок. Вот здесь вот укладывается. Его возможно приклеить, но наушники уже старые и нет смысла с ними возиться. По звуку у них хороший бас, но у них очень плохие высокие частоты. На самом деле наушники так себе по качеству. Еще из устаревших наушников есть вот такие вот наушники. Это шли вернее, с такими устройствами, как Walkman, кассетные плеера, как Discman, дисковые плеера, когда еще не было флешек, не было MP3 плееров, которых на флеш-памяти работают. Такие весьма своеобразные, естественно, им тоже очень-очень много лет. Мягенькие такие накладочки, все уже сгнили давно. Учитывая, что нас смотрит молодежь, по поводу вот этих вот наушников, я вам покажу, с чем они использовались. Вот такие с надписью Sony использовались вот с этим кассетным плеером, друзья. Этот плеер я купил, когда мне было, наверное, лет 16. Когда были у всех кассеты. Это считалось прям очень круто, он даже с FM радио. Это прям настолько было круто в то время иметь такой плеер. Он, по-моему, вот так вот просто открывается. Сюда вставлялась кассета. Ну, естественно, вешался на пояс. Подсоединялись наушники. Наушники в то время было модно носить маленькие. Вот такие шли в комплекте. А некоторые покупали просто, чтобы в ушах наушники были не видны. Но сам плеер был большой. А потом уже появились диски. И сначала, естественно, я купил музыкальный центр. Technics, у меня есть на него обзор. А потом уже купил, чтобы слушать диски в дороге, вот этот вот Panasonic. Именно от него, кстати, вот эти вот уши и есть. Он также был с радио. Его также брали в дорогу. Работал он от 2 батареек. Вот, от мизинчиковых батареек. Звук обалденный. По тем, особенно временам, в 90-е годы, это было прям нечто. Так, открывался он, да, вот кнопочкой. Тут антишок система, то есть его можно было трясти. В то время MP3 диски, по-моему, еще не поддерживали плеера, они позже появились, что сильно упростило жизнь людям. Тогда только слушали обычные компакт-диски, на которых можно было записать 74 минуты музыки. А вернее, даже записать можно было еще нельзя, пишущие DVD-ромы были далеко не у всех. А можно было покупать их и слушать. Как в фильме «Брат» примерно. Так что вот небольшой такой экскурс. У кого такое было, пишите в комментариях. Звук у них очень качественный. Средние и высокие частоты замечательные. Басов немного не хватает, но здесь, соответственно, маленькие динамики. Но наушники, которые шли в комплекте с плеером, они действительно отличались звучанием своим. Вы, если их послушайте, вы почувствуете разницу. Но опять же, это все устарело, это все мы рассматривать не будем, я просто вам немножко напомнить. А теперь давайте рассмотрим из современных наушников, какие стоит покупать. Есть Bluetooth наушники накидные, которые закрывают уши. В них также во все, как правило, можно провод подсоединять. Это вот тоже такие же Bluetooth наушники китайские.
Эти наушники стоят 1500. И вот эти, и вот эти. Ну там 1700, 1600. Вот эти вот немножко подороже, по-моему, на 100 рублей. Разница в них очень большая. Вот эти наушники качественные. Я их вам прям рекомендую. Вообще можете взять смело. Хорошие наушники. Скажу, где купил. Моделька называется VJ033. Беспроводные наушники Wireless Headphones Music. Слушать музыку специально. В этих ушах есть еще встроенное радио. То есть можете без телефона слушать в них радиостанции. Включаются они вот этой вот кнопочкой. Вот, когда включите, они начинают все моргать, сверкать, искать соединения. Вот этой последней кнопочкой, долгим нажатием, вы этот свет выключаете, и горит только лампочка, показывая, что наушники включены. Потому что батарейку сажать они быстрее будут, да и зачем вам надо, чтобы они все светились. Здесь вот громкость на наушниках регулируется, разные режимы звука регулируются. То есть басы можете добавить, убавить, высоких больше сделать, низких больше. Тут, по-моему, 5 запрограммированных настроек, и благодаря этим настройкам вы можете настроить действительно качественный звук. Также есть радио, включается. Заряжается обычным микро-USB. Ну, я вам говорил, подсоединяется провод. Когда подсоединяете провод, включать их не надо. Аккумулятор у них не работает. Они начинают работать как обычные проводные наушники. При этом регулируется, естественно, длина, как вам надо, под форму вашего черепа. Тут все мягенько, хорошо, действительно сделано. Вот эту кнопку долгим нажатием держите, и включается радиостанция. Но радио в квартире ловится так себе, на улице идеально ловится, радиостанций много. Есть режим сканирования, переключение радиостанции плюс-минус. Сейчас звук сделал на полную. В принципе, когда на уши наушники надеты, звук не слышен. Но может вам удастся что-то услышать, что они играют. Вот это переход в режим Bluetooth. Также долгим нажатием. Выключение долгим нажатием вот на эту кнопочку. Они говорят, что они выключены. При коннекте с телефоном они показывают уровень заряда этих наушников. Вот я их включил. И вот наушники называются VJ033. Заряд 100% сейчас показывает. На данный момент их стоимость 1599 рублей. Ну, как я говорил, 1500. Bluetooth 5.0. 10-15 метров якобы. Ну, ребят, не проверял. Телефон в руках, слушать прекрасно подходит, потому что они именно для телефона, эти наушники. В комплекте идет кабель для зарядки. Самого блока зарядного нету. Время разговора и прослушивания музыки от 8 до 12 часов. В принципе, они еще и как Bluetooth гарнитура работают. Можно брать. Следующие наушники покупал у этого же продавца. Тоже Bluetooth наушники. Стоимость их 1487 рублей. Профессиональные беспроводные наушники для телевизора и компьютера. Также в них есть FM радио. Но это совсем другого класса наушники. Сейчас я вам объясню, для чего они нужны. То есть это вообще другие наушники, не для того, чтобы их к телефону подключать. В общем, смысл этих наушников, друзья, в том, что они по Bluetooth подключаются с помощью вот такого вот комплекта. То есть у них идет как аудиопровод в комплекте. Можно подключать их при помощи аудиопровода. Так и вот такая вот флешка, это Bluetooth флешка. Вставляется либо в компьютер, либо в телевизор, либо переходник нужен и в телефон вставляется. И вот только через эту флешку к ним идет звук в наушнике, если по Bluetooth их слушать. Причем в эту флешку
вам надо еще воткнуть вот этот вот провод, аудиокабель, а с другой стороны аудиокабель включается в разъем наушников, в общем, аудиовыхода, наушники на компьютере, на телевизоре. То есть должно быть и вот это вот USB воткнуто, и вот это вот выход аудио. И тогда эти наушники будут транслировать на расстоянии 10, 15, 20 метров звук из телевизора, из компьютера, откуда угодно. Можете ходить по квартире и слушать в них музыку. Покупались они вот для этой цели. Включаются они вот этой вот кнопкой. Однако, друзья, когда сигнал Bluetooth слабый, а он практически всегда слабый, либо есть какие-то помехи, они очень сильно шипят. И вот пока, допустим, в телевизоре киногерои молчат, нету звуков, вы слышите очень сильное шипение в этих наушниках. Как только начинает кто-то говорить из героев, появляется звук, шипение уходит. Поэтому наушники мне не понравились. По звуку они... Басов в них много, а вот высокие частоты срезанные. Средние басы в основном здесь. Поэтому для слушания музыки они тоже не очень подходят. Они хорошо подойдут пенсионеру, у которого плохой слух, ну либо просто человеку, который плохо слышит. Для просмотра телевизора вот с помощью этой гарнитуры, с помощью этой системы. Чтобы провода не втыкать. Но для прослушивания музыки они не очень. Я бы их не рекомендовал для этой цели вам приобретать. Вот, то есть это абсолютно другого плана наушники вот с таким вот устройством. USB и выход из наушников. И коннектится, не надо ничего настраивать, они уже настроены на это устройство. Также в них есть радио FM. Можно на улице ходить и слушать в них радио, одеть. Но опять же звук будет хуже, чем в предыдущих. Разница в 100 рублей, а качество звучания сильно уступает. На мой взгляд, сильно. Когда включаете наушники, вот этой кнопочкой здесь также загорается синяя точка, показывает, что они включились, и выключаются долгим нажатием. В комплекте также идет зарядный кабель для них. Заряжаются они, вот здесь вот есть разъем. Здесь, кстати, голос регулируется также плюс-минус, особенно когда вы радио слушаете в них, просто без всяких устройств. Гуляя на свежем воздухе, это удобная функция. Заряжаются они вот с помощью этого гнезда и вот этого кабеля micro-USB. Это для обычного аудиокабеля. Можно напрямую, минуя вот это вот Bluetooth устройство, включить их в телевизор, опять же в компьютер, в ноутбук и слушать звук через провод. Теперь, друзья, хочу поговорить о самых распространенных Bluetooth наушниках. Это наушники, которые... Мы сейчас не будем обращать внимание на марку, вообще это AirPods. Тут просто дело в самом форм-факторе. Есть, которые в уши впихиваются прям. Они не пропускают посторонние шумы. У них очень клевый звук, действительно качественный. После этих наушников другие уже не особо хочется. Если оригинальные наушники Apple-овские, они стоят 1015 на сегодняшний день, по-моему. Это Pro версия. То есть достаточно дорогие, но звук в них действительно замечательный. Но при этом я считаю, что они портят слух все-таки. Поскольку они уж прям внутрь уха практически всовываются. И все равно в них таких басов вы не получите, как в накидных наушниках. Все-таки динамики в них маленькие. И есть еще наушники вот такого вот плана. Практически как AirPods Pro. Также они магнитный чехольчик имеют, Bluetooth. То есть вы пока идете, вставили их, они заряжаются. Вот кнопку включили, заряд пошел. Также этой кнопкой происходят разные режимы управления. Вот выключили. Красная кнопочка мигает. Кстати, пора их уже зарядить походу. Отличаются данные наушники тем, что они не вставляются в уши напрямую, а кладутся на улитку ушную, и звук вы слышите окружающий мир вокруг себя. В общем-то, в них не так опасно передвигаться по улице, но есть и минусы. Если вы голову наклоните там влево или вправо, наушник может выпасть. Здесь он держится в ухе крепче, и звук здесь лучше. Эти безопаснее, я считаю, для улицы. Звук тоже хороший.
Тут уж вам решать. Если у вас строение уха, кстати, вот многое зависит от самой улитки. То есть у разных людей по-разному. У некоторых выпадает из ушей, у некоторых очень хорошо они держатся. Это вам надо, прежде чем покупать, просто попробовать их одеть. Есть еще вот такого вот форм-фактора. Это не Bluetooth, конечно, наушники, но я вам просто показать, что есть еще вот так вот. Тоже, которые просто держатся в ушах. Они разные. То есть вот такие, кругленькие просто. А есть вот так вот. То есть левое ухо и правое ухо. Надо смотреть, что вам больше подойдет. Все Bluetooth наушники, естественно, коннектятся напрямую с Bluetooth устройством, с вашим телефоном, как правило, смартфоном, чтобы смотреть там видеоклипы или слушать музыку. Есть всякое управление, либо касанием, либо кнопочки иногда на наушниках бывают. Управление все сводится к тому, чтобы пауза, музыку застопорить, допустим, вы с кем-то разговариваете, чтобы наушники из ушей не вынимать, либо трек вперед-назад промотать. Насчет громкости не знаю, может быть на некоторых тоже такая функция имеется. В общем-то все, что я хотел рассказать о наушниках разных типов. Вот, их очень много, естественно, есть. Я бы купил, вот, ну я их и купил, мне вот эти вот больше всех понравились. Модельку я вам уже говорил ихнюю. Рекомендую всем, не пожалеете. Еще есть дорогие наушники, очень, друзья, Bluetooth, также с проводом и также вот слушать по Bluetooth музыку типа этих. Но они там в районе 20 тысяч где-то стоят. У них, у некоторых 3 динамика в каждом ухе, у некоторых даже 5 динамиков. Это уже так называемые диджейские наушники для профессиональных диджеев. Ну там, ну понимаете, что такое, если в ухо запустить 5 динамиков каждое, да. То есть это они тяжелые, и вы, конечно, оглохнуть можете. Но зато вы будете прям вот все слышать. Будете кайфовать от таких ушей. Мне такие ни к чему. Я все-таки обычно музыку слушаю через обычные колонки. Благо у меня некачественно это. Ну, когда там ночью или когда хочется какую-то песенку, чтобы другим не мешать послушать громко, вот я одеваю наушники. Это бывает редко, но я уже и возраста не того, чтобы в ушах постоянно ходить. На этом все. Всем пока.